Привет! Из продукции компании Tronsmart у меня было пока только две вещи. Наушники Spunky Beat, которые мне понравились, но не всем, и колонка T2+, которая за свои деньги как бы окей, но мне не очень зашла. И после Spunky Beat Tronsmart выпускает фактически обновление своих наушников и называет их Onyx Neo. У них тоже есть T5X, они стоят еще дешевле, но видимо теперь у них есть все шансы, чтобы стать, наверное, лучшими наушниками до $25, по крайней мере по звуку. Присаживайтесь поудобнее, давайте разбираться. А начнем мы сразу с первых изменений, которые кому-то возможно понравятся, а кому-то нет. Кейс все такой же компактный, из черного матового пластика и с разъемом Type-C для зарядки. Приятно, что в Tronsmart следят за тенденциями. Тут три изменения. Теперь нет хвостика из кожи молодого дермантина, который мне не очень нравился, и на нижней части убрали провод с разъемом USB-A. Теперь точно придется с собой брать комплектный провод в случае чего, но по мне это также плюс. На Spunky Beat этот проводок выглядел совсем сопливым. Но самое важное и грустное, на передней части теперь только один индикатор, который остаток заряда теперь не показывает. Крышка в открытом положении также гуляет и не фиксируется, но в общем ощущения от кейса приятные. Упаковка, как всегда, в стиле Tronsmart. Внутри амбушюры лежат не в отдельном пакетике, а в специальных углублениях, в которых не особенно-то и держатся. Амбушюры приятные, хороший материал, крепко держится в ушах, но размер их как будто немного уменьшили относительно стандартов. Если обычно я всегда использую средние по размеру амбушюры, тут мне подошли самые большие. Сами наушники все такие же ультракомпактные и легкие. Тест на шапку проходит на изи, так как из ушей не упирают от слова совсем, и это тот случай, когда можно было даже сделать их немного побольше для удобства, потому что звуковод получился коротковат. Мне это подходит, да и вообще наушники сидят отлично, но кому-то может быть маловат. На внешней части каждого наушника находится сенсорная панель с максимально возможным функционалом, вокруг которой расположили индикатор работы. И о чудо, во время работы он теперь не мигает и не подает вообще никаких признаков жизни. Единственное, когда он светится, во время зарядки и сопряжения. Спасибо, Tronsmart. Управление такое: одиночное касание, плей-пауза, двойное касание по левому или правому, уменьшение или увеличение громкости, тройное переключение треков. Есть небольшая особенность: нажимать нужно немного ближе к верхней части панели. Этапы должны быть не быстрыми, иначе почему-то, по крайней мере у меня, наушники вообще выключаются. Не помню, у кого из ближайших конкурентов по цене есть управление с таким же функционалом, так что Onyx Neo за это ловит жирный плюс. Но не все так просто. Этот жирный плюс мы сразу заменяем на минус. Случайных нажатий просто миллион. Поправляя наушник в ухе, ты постоянно или ставишь трек на паузу, или они выключаются, или переключается песня, и это происходит постоянно. Это какой-то позор? Панель очень чувствительная, и так как наушник маленький, ты постоянно в нее попадаешь. Я не знаю, можно ли к этому приловчиться, но у меня не получилось. На Spunky Beat они, конечно, тоже были, но не в таком количестве. Странно, но поменялась и автономность. Теперь на максимальной громкости Onyx Neo продержались всего 3 часа 32 минуты, хотя Spunky Beat немного не дотянули до 6 часов. Условия при этом одинаковые, везде задействуется кодек aptX в связке с Galaxy S10. Так как чип внутри стоит квалкомовский, наушники могут играть по отдельности, причем без каких-то танцев с бубном. В Onyx Neo можно спокойно бегать под дождем, но вот душ уже принимать не стоит, так как влагозащита стоит IPX5, то есть, если дословно, защита от водяных потоков с любого направления. А теперь микрофоны. Проверяем работу микрофонов Tronsmart Onyx Neo в тихом пространстве, незаведенная машина. Звезд с неба, конечно, не хватает микрофона, но в целом речь громкая, отчетливая, я бы даже не сказал, что прям приглушенная, в общем, пойдет. Проверяем работу микрофонов Tronsmart Onyx Neo в машине. Печка на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Шумодав не сказал бы, что здесь работает. Если честно, я, кстати, не помню, как звучали микрофоны в Tronsmart Spunky Beat, потом послушаю. Здесь вот так, что-то среднее, не очень. Проверяем работу микрофонов Tronsmart Onyx Neo на улице. Ветра, практически нет, мимо едут машины. В общем, на улице шумодав тоже практически не работает. Когда едут машины, это очень слышно, приходится говорить громче намного, чем обычно. В общем, по всем фронтам средний микрофон. Вот сейчас ветер задул, наверное, вообще там жесть. Послушав микрофоны с Tronsmart Spunky Beat, обзор на который появился сейчас в подсказке вверху, там все же микрофон был чуть-чуть получше. Хотя и в битах он звезд с неба не хватал, в Onyx Neo на улице и в машине слышно меня стало еще хуже. По задержке звука без изменений. В YouTube ее, можно сказать, практически нет. На слух, вообще не ощущается.
Чего не скажешь про игры, тут задержка уже огромная, как собственно и почти во всех ТВ с ушах. Ну точнее не почти, во всех. По качеству сигнала Onyx Neo переняли все лучше от своего предшественника. В связке с Galaxy S10 даже в метро прерываний я не словил, но дома через две стены связь уже начинает заикаться. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий по теме видео. Итоги подводим примерно 15 и 30 числа каждого месяца в прямом эфире. Более подробные условия в описании. Но самое главное и приятное в этих наушниках – это звук. 24 бакса сейчас на Али стоят уши, а с купоном может получиться вообще баксов 20-21, и тут Трансморты молодцы. Очень объемно, драйвово и феерично они звучат за эти деньги. Как и в Spunky Beat, тут жирные низкие частоты, немного бубнящие, без особой проработки глубокого баса, но очень добротные. Середина, на удивление, стала немного более прозрачной и от этого еще чуть более приятной, чем в битах, но разницу на самом деле услышать трудно. Высокие есть, теперь они стали тоже чуть-чуть как будто отчетливее, но все равно где-то на дальнем плане. Акцент в основном на низких частотах, так что хип-хопчик, электронщина тут прям в приоритете. Но сказать, что рок, металл, джаз будут звучать конкретно хуже, не могу. Хочется их за что-то покритиковать, но за эти деньги Onyx Neo в плане звука топ. Hi-Lo GT1, Redmi AirDots, QCY QS2 играют все-таки проще, что при прямом сравнении очень заметно. И к Onyx Neo все еще применимо высказывание, что это такие Sabbath E12 Ultra на минималках. По подаче звука они очень похожи. Таблицу с рейтингом всех наушников на канале, как всегда, можно найти в описании. И там Onyx Neo встали на одну строчку выше Spunky Beat. Но Edifier TVS1 все-таки немного приятнее. Onyx Neo продается чуть дешевле, чем Spunky Beat, индикаторы теперь не моргают, нет дермантинового хвостика, чуть-чуть может быть приятнее звук, но меньше время автономной работы, и что самое ужасное, это их сенсоры. Реально, если вы их купите, вы скорее всего будете радоваться звуку за эти деньги, но просто проклинайте эти случайные нажатия. Если, конечно, у вас не получится как-то к ним приноровиться, чего у меня не получилось. Пишите в комментарии, как вам Onyx Neo, ну и если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.